Когда ты в эмиграции, то для тебя каждый день начинается одинаково и похож на предыдущий, как две капли воды. Встаешь в 6 утра и ненавидишь весь мир из-за подвязки к месту, работе и документам. Прошел уже год с моей поездки за полярный круг. Иногда я снова там, на Демстер Хайвей. Мчусь навстречу неизвестности, ощущая дух свободы и приключений. Тогда я еще верил, что скоро все наладится. Этот год выжил из меня все силы. Бесконечное ожидание пиар, тяжелая работа, без возможности уйти в отпуск и начальство, которое пользуется моим безвыходным положением. И я устал. Все, что я строю, растворяется в бесконечных ожиданиях, и больше нет сил бороться. Да пошло оно все к черту. В каждом из нас живет стремление к свободе. Это не просто желание, это зов, который повел нас в закат, туда, где солнце уходит за горизонт. В этот момент у нас не было плана, не было направления, только желание мчаться навстречу новым приключениям. В этом путешествии каждый момент – это шаг к свободе. Мы искали то, что утратили в повседневной суете. И теперь, мчась сквозь бескрайние просторы, мы чувствуем, как возвращаемся к себе. Добро пожаловать в наше новое путешествие и спокойной ночи.
Мы проснулись и не знали, где мы. Оказавшись среди этих скал и просторов, все казалось новым и неизведанным. И вдруг мы поняли, мы попали в доисторические земли. Шаг за шагом мы углублялись в мир, где время словно застыло. Здесь, среди скал и просторов, когда-то жили динозавры. Провинциальный парк динозавров – это место, где каждый камень, каждая скала несет в себе миллионы лет истории. Эти Badlands – результат разрушения и формирования, раскрывающие нам тайны древних миров. Здесь мы прикоснулись к прошлому, почувствовали дыхание земли. Прогулка по этим трейлам – шанс заглянуть в историю и почувствовать, как земля хранит свои секреты. Короче, у нас беда случилась. Не беда, а приключения. Ну, можно, кто как называет. Все зависит от отношения. Как относишься, так оно и Да. решается. Короче говоря, мы когда выезжали в поездку, смотрели, значит, погоду, и в Банф, куда мы сейчас едем, было тепло по прогнозам, то есть, ну, скажем так, нормально, поэтому мы сильно теплых вещей не брали. Вот, там не курточки, все оставили, максимум такие вот рубашки взяли. Ну, вот Лене еще флиску. Сейчас, получается, резко похолодало, пока мы сюда ехали за 2 дня. И, в общем-то, очень хорошо похолодало. Посмотрели прогноз. В Банфе выходит где-то -1 ночью. То есть это... И +6 днем. Да, и +6 днем. В общем, мы поняли, что в таких рубашечках мы не выживем. Вот, поэтому приехали сейчас в Калгари, заехали в Костко, но теплых вещей не нашли. Только Поедем, вот. Да, купили только Лене еще один свитер, в общем-то, мне ничего не нашли. В общем, едем сейчас в Walmart, и там посмотрим что-нибудь. Так, в общем, пока не получается нам решить проблему с теплыми вещами, но мы столкнулись еще с одной проблемой, когда выехали. В первую же ночь у нас лопнул матрас надувной, которую мы стелим в машину, потому что мы спим в машине, то есть стелим надувной матрас, а потом укрываемся одеялами. Вот. И в прошлом году мы, в общем, использовали все лето, весь сезон, такой же матрас, нам его хватило. А в этом сезоне, получается, он даже полночи не прослужил. Вот такой матрас, стоит он 26,98. Вот. Я, в принципе, слышал, что они имеют не очень хорошее качество. И, по сути дела, как лотерея. У нас знакомые в том году тоже вот такие вот матрасы покупали аж 2 штуки за сезон. Короче говоря, у нас сейчас дилемма. Либо попытать счастье и купить еще один такой матрас, либо купить что-нибудь посерьезнее, какой-нибудь не надувной уже матрас, но они стоят очень дорого. Короче, мы нашли выход насчет спальника. Ну, то есть мы взяли не матрас. Я покажу это чуть-чуть позже, что мы взяли. Но это вообще, наверное, безумная идея. То, что Она будет идеальной. Да, гениальная, безумная идея, короче. В общем, что у нас получилось, что мы придумали. Ну, эта эмка у меня в груди жмет. Да, не подойдет.
Может быть, если бы без флиски внизу еще бы подошло, а это нет. Короче, прибарахлились. Я думаю, выживем. По крайней мере, должны выжить. Вот, поэтому мчим уже в Банф, потому что нужно еще найти время для ночевки. А то будет, как в прошлом году. К счастью, мы в этот раз едем не в сезон. Поэтому я надеюсь, что таких проблем с поселением не будет и бронированием кемпинга. В общем, вы не поверите, мы нашли место в том самом кемпинге, где принимали душ, когда в прошлом году возвращались с Демпстер Хайвей, вот, с нашей экспедиции к Северному Ледовитому океану. Кстати, вы можете посмотреть все 5 серий у меня на канале. Вот. И тогда мы попали в сезон, и вообще не было мест, мы не могли найти. И в итоге ночевали на площадке с туалетом, вот, где на следующий день посадили на дерево наш дрон. Вот. А в этот раз нам удалось найти и снять на несколько дней, значит, место в этом кемпинге. И мы на самом деле просто невероятно счастливы. Так, в общем, а теперь, как я и обещал, я покажу, что мы придумали с матрасом, на котором спать. А придумали мы следующее. Мы нашли в Walmart вот такие вот подушки за 5 баксов. Они достаточно плотные, вот, и мягкие. Мы сейчас их просто набьем в спальник и ляжем сверху. И должно быть очень комфортно. Короче говоря, получается вот такой вот паровоз. Сейчас мы это все накрываем. Вот так накрываем, застегиваем замочком и набиваем вторую сторону. В общем, как-то так. Кстати, курточки нам пригодились. А сейчас я бы не сказал, что тепло, я бы сказал, даже очень прохладно. Вот, и это еще солнце не село, и, наверное, будет еще холоднее. Вот, поэтому курточки как раз оказались кстати. Вот, ну что ж, тогда сейчас будем греться у костра и ложиться спать. А завтра изучать Банф. Ну что я хочу сказать. Мы выжили. Вот, конечно, ночью было очень холодно. 0 градусов. А насчет подушек, идея рабочая. Вот, конечно, не перина, но неплохо, очень неплохо. И да, самое важное — тепло. Вот. Кстати, ну, спать теплее, чем на надувном матрасе, потому что на матрасе, когда ты спишь, если воздух холодный в машине, то и матрас тоже холодный становится. Вот. А здесь было очень тепло. Наверное, благодаря этому мы, в общем-то, и не замерзли так сильно. Негативная, наверное, часть заканчивается, да, и начинается более позитивная. Там такие красивые горы.
Мне не шевелиться? Вы не поверите, мы нашли то самое место, где в прошлом году у нас была последняя ночевка в Ван. Банфе. В Банфе, я забыл. Вот просто так, тут так красиво, что просто вот уже слов нету. Вот, это просто невероятно. Мы нашли это место. Оно оказывается рядом с нашим кемпингом, где мы сейчас находимся. И самое интересное, мы тогда, когда приехали вечером, мы не заметили, настолько это место красивое. Сейчас с одной стороны горы, река внизу зеленая, напротив нас тоже горы шикарные. Это, наверное, мне кажется, самая красивая смотровая площадка. И просто лучшее место для ночевки мы не нашли бы. Да, ну, наверное, да. Но мы, в принципе, ничего не нашли в Банфе тогда, ну, а не вариант было тогда куда-то ехать на ночь глядя, в общем-то. И сейчас я даже рада этому, что мы тогда не нашли. Да, другого места. сейчас я покажу, как это все выглядит. Довольно необычно, когда возвращаешься в те же самые места, где ты был еще в таких вот необычных, нестандартных ситуациях. Но прикольно. Так, несмотря на то, что нам этот кемп очень нравится, здесь есть все, что нужно для жизни. Единственное, что, возможно, мы привыкли постоянно быть в дороге, и как бы там не было место достаточно классным, то ночевать 3 ночи в этом кемпе это, ну, немножечко too much, немножечко много. Как бы мы поняли, что мы предпочитаем взять все-таки не более 2 ночей ночевок в одном месте и менять локацию, потому что как бы не было здесь классно, но это немного и приедается, и ты немного, ну, ты перестаешь наслаждаться и начинаешь ждать просто конца. И сегодня такой день, мы решили не тратить весь день на поиски каких-то видов фотографий, а мы решили просто отдохнуть, потому что отдыха все-таки недостаточно. Мы решили отдохнуть в последний день, но дух приключений был слишком силен. Мы снова отправились исследовать окрестности и остановились у локации Natural Beach and Lower Falls. Здесь, среди величественных скал и мощного глухого шума водопадов, мы ощутили силу и грандиозность природы, которая захватывает дух. После мощных водопадов наш путь привел нас к озеру Эмеральд, месту, где природа раскрывает свои краски. Это озеро, окруженное густыми лесами и горными вершинами, поражает своим непередаваемым спокойствием. Мы наслаждались каждым моментом, окруженные величественными пейзажами,
ощущая, как время замедляется. Ледниковая вода озера играет всеми оттенками бирюзы, создавая атмосферу умиротворения. Это место стало для нас настоящим оазисом, погружением в красоту природы, где каждый момент наполнен гармонией и умиротворением. Завершая наше путешествие, мы оказались у озера Лейк-Луис, настоящей жемчужиной канадских гор. Лазурная вода озера в окружении снежных вершин впечатляет своим безмолвием. Мы провели здесь несколько незабываемых часов, наслаждаясь красотой этого места. Лейк-Луис – это не просто озеро, это символ канадской природы, место, где каждое утро встречает нас своей неповторимой красотой. Мы ощутили все величие природы, как она способна вдохновлять и дарить умиротворение. Это было идеальное завершение нашего путешествия по Банф, оставив нам воспоминания, которые будут согревать наши сердца. Я нахожусь на берегу озера Лейк-Луис, одного из самых популярных и узнаваемых озер в Канаде. Мы сюда попали с 3-й попытки, и однозначно это того стоит. И я бы предпочла также сюда вернуться, потому что озеро реально очень красивое. Оно впечатляет своим видом. И в данный момент у меня просто путаются мысли, наверное, от того, что я еще до конца не верю, что мы наконец-то сюда попали. В общем, вы не поверите, вчера мы встретили здесь в Банфе наших канадских друзей. Ну как встретили, мы списались смс-ками, и оказалось, что они рядом. Мы знали, что они здесь отдыхают, но думали, они уже уехали. Оказалось, что они здесь. И они пригласили нас в гости к себе. В общем, обогрели, накормили, напоили. В общем, прикольно, хорошо провели время. И хотели, ну, точнее, предлагали нам остаться у них ночевать, потому что у них тепло, они снимают как номер в отеле, и у них есть свободная комната. Вот. И получается, они очень сильно переживали, что мы здесь мерзнем, потому что ночью температура опускается до -1. Но мы отказались. Вот. И, в принципе, сегодня ночью температура была приемлемая. Я не знаю сколько, но спалось нормально. Не так холодно, как остальные ночи. И сегодня, наверное, первый день, когда вот так вот тепло. Утром, что, ну, я, допустим, без курточки уже. Лена у нас мерзнет все время. Она сказала, что давай еще пуховик возьмем. И одеяло пуховое. Да, и одеяло пуховое. Ну, а так уже немножко полегче. Надеюсь, что дальше будет погода налаживаться, потому что мерзнуть совсем не хочется уже в начале лета. Так что как-то так. Сейчас завтракаем, пьем кофе и идем дальше. Наступил момент прощания. Мы провели здесь несколько дней, наслаждаясь каждым моментом. Но как бы ни было прекрасно это место, нам пора двигаться дальше. Время не стоит на месте, и впереди нас ждут новые горизонты. Мы собираем вещи, но не знаем точно, куда нас приведет следующий поворот. Одно известно точно, наше путешествие продолжается. Ё-моё, я боюсь! Это Рэмбо первая кровь. Вот сейчас было очень стрёмно. Он перелетал, можно сказать, практически через этот переезд. Ну что там?
Короче, у меня есть две новости. Давай хорошую. У меня обе плохие. Сбежав от повседневной суеты, тяжелой работы и безысходности, мы бросили все и умчались в закат. Без плана, без направления, без цели. Мы остановились в национальном парке Банф всего на несколько дней, чтобы насладиться красотой, которая нас окружала. Но всему свойственно заканчиваться, и пришло время принять решение, куда двигаться дальше. Сейчас наш путь ведет нас в сторону Британской Колумбии. Вдохновленные очередной безумной идеей, мы открываем новую главу нашего путешествия. В общем, доехали до города Камлупс, мы его уже окрестили Крампус. Водители вообще ни разу не вежливые здесь, и как-то такая атмосфера не очень нам нравится. Ну ладно, честно говоря, вот эта вот дорога с Банфа сюда в Бессиду до Камлупса, она вся сейчас в стройке. Честно говоря, очень утомительный переезд. Сейчас заправились, пойдем разомнемся в Костко и поедем дальше. Выехав из Камлупса, мы отправились в сторону 99-го хайвея. Построенная в середине прошлого века, она долгое время считалась одной из самых сложных трасс Британской Колумбии. История, красота и опасность переплетаются на каждом километре. Эти пейзажи завораживают, но не выпускают из постоянного напряжения. Ты едешь, словно по тонкой грани между восхищением и осторожностью, стараясь держать скорость под контролем, чтобы не сорваться в кювет. После такого пути мы почувствовали, как проголодались, и решили сделать небольшую остановку. Мы наткнулись на небольшое кафе по пути, где решили попробовать местные бургеры. Они оказались вполне достойными, но, конечно, до тех, что мы пробовали еще в Украине, они не дотягивали. Интересно, что это место оказалось сохраненным на карте моей женой, о котором она благополучно забыла. Естественно, мы наткнулись на него совершенно случайно, что вызвало шквал бурных эмоций. От обедов мы отправились в сторону Ванкувера, города, который неожиданно стал важной точкой нашего безумного замысла.
В общем, стоим в очереди на паром. Возникла такая сумасшедшая идея поехать на остров Ванкувер. Вот. Что из этого получится, не знаю. Но людей много окажется, нас сейчас готовы пропускать. Сейчас поедем. На машину очень много. В общем, пойду сейчас узнаю насчет регистрации, потому что как нам попасть именно на наш паром. Насколько я понял, тут идет их несколько, да, то есть я узнаю, какой паром идет на Нанайма и куда нам становиться в очередь. Ну что, мои первые впечатления о Ванкувере. Сначала мы стояли в пробке, потом мы стояли в очереди на заправку. Теперь мы стоим в очереди на паром. Ну, пока что мы только стоим, это и все, что я видела. Ну, я надеюсь, что Ванкувер еще себя покажет, так как это только первое время, которое мы здесь пребываем. И надеюсь, что мне здесь понравится. Ну что там? Короче, у меня есть две новости. Давай хорошую. У меня обе плохие. Дело в том, что, во-первых, паром платный, а во-вторых, тут очень большая очередь. И что это значит? А это значит, что я еще поспрашивал людей, и некоторые стоят со вчерашнего дня, не могут туда попасть. Вот, поэтому я не знаю, как мы сможем добраться до этого острова. Хотя, кажется, у меня есть идея. Выехав с парома, мы оказались на Нанайме. Поблуждав в его окрестностях, мы наткнулись на кемпинг. Это оказалось весьма кстати, так как солнце стремительно катилось к закату. Похоже, удача все еще была на нашей стороне. Вчера заселились в кемпинг. Повезло нам найти довольно быстро на острове. Вот. И заехали в свободное место, как вы увидели. И оказалось, что это место 77. Сейчас покажу. Место 77. В общем, место находится в таком огороженном участке. Вокруг деревья, лес. Вот как за мной. То есть сегодня проснулись и наблюдали вот эту вот красоту. Еще бегают черные белки ванкуверские. Тоже первый раз в жизни увидели. В общем, сейчас решили не завтракать, просто собираем вещи. Вот, и заедем в Тим Хортонс, наверное, возьмем по кофе. И поедем туда, ради чего мы сюда приехали. Приехать сюда ради... Good Приехать сюда ради Виктории, это не так интересно, как приехать сюда ради самого большого и старого дерева в Канаде. Логично?
Это туман. Это туман? Надеюсь. А, как же страшно. Это туман. Слушай, вот так начинаются фильмы ужасов. Да. Вот сейчас было очень стрёмно. Честно говоря, мы думали, что это пожар, это оказался туман. Мы вот уже практически доехали до берега Тихого океана, куда мы, собственно говоря, и стремимся попасть. Вот. И буквально оставалось там сколько-то метров, и мы смотрим, вроде похоже, как пожар, такой дым стоит, а это, слава богу, оказался туман, потому что, ну, это вот настолько было бы обидно, вот чуть-чуть не доехать, всего лишь несколько там метров. Вот, ну, конечно, да, так немножко пощекотало нервы. В общем, по погоде как-то холодновато, я хочу вам сказать. Там, где мы были на кемпинге, гораздо теплее, здесь очень холодно. Но, может быть, неспроста туман был на дороге. Потому что резко Вот. температура упала. Вот, поэтому интересно, конечно. В общем, вы все поняли, да? То, что у нас нет спрея, вот, поэтому идем на свой страх и риск. Дело в том, что дорога идет через лес какой-то, а вот сейчас становится немножко стремновато. Это просто парк юрского периода. Папоротники, сосны такие, эти как они называются, секвойи. Обалдеть, пейзажи. Мы спускались к побережью Тихого океана. Неожиданно нас окружили густые влажные заросли, больше похожие на тропические джунгли. Казалось невероятным, что мы все еще в Канаде. Эти заросли побудили в нас воспоминания. Мы уже видели нечто похожее, но тогда это было совсем в другом месте. Впервые, много лет назад, мы оказались на берегу Индийского океана. Там тоже были тропические растения, теплый морской бриз и чувство беззаботности, которое сложно вернуть. Тогда мы жили проще, не строили долгих планов, просто наслаждались моментом. Говорят, что голубая мечта американская, на самом деле это не так. Голубая мечта — это голубая вода, это голубой океан, это белый песок. Именно там, на берегу Индийского океана, родилась наша цель – побывать на берегах всех 4 океанов. Спустя годы мы продолжили этот путь. В прошлом году мы добрались до Арктического океана, путешествуя по Dempster Highway, а сейчас мы стоим у берега Тихого. Остался один, Атлантический, океан, который пока остается для нас самым недосягаемым. Когда мы сможем добраться до него, мы не знаем, но возможно, дорога сама приведет нас туда. Вот он, Тихий океан за моей спиной. Это, конечно, не так эпично, как на Dempster Highway и Северный Ледовитый океан, но все же это Тихий океан. Сейчас отлив, мы, можно сказать, ходим по берегу, вода ушла. Вот. Но я не знаю, когда будет прилив, поэтому будем здесь не сильно долго находиться. Но, конечно, не такие виды немножко хотелось получить. Хотелось без тумана, но как бы имеем то, что имеем. Единственное, что мы можем попробовать, еще чуть дальше есть пляж. Можно туда проехаться. О, вода. Вода. Ой, а вот и прилив, что ли? Ля, да, слушай, прилив.
В общем, опасно здесь находиться. Слушай, распогаживается, уже видно волны, по крайней мере. Видишь? Были видны, я смотрю, Да? туман волнами уходит. Да, туман уходит. Вообще такая пейзаж. Попали просто в туман. Вот примерно до этого места достает вода во время прилива. Чтобы вы понимали, до берега вот буквально метров 20. Покажи, пожалуйста, вот до берега, где деревья выкорчеваны. Здесь аж корни повымывало у деревьев. Наверное, когда океан штормит, получается, он достает аж вот до леса практически. А вот там океан сейчас. То есть это пространство, я даже не знаю, сколько здесь, метров 50, если может даже больше. Это все, получается, океан возвращается во время прилива, судя по тому, что здесь мокрый песок. Довольно интересно, очень большая береговая линия, очень, видимо, сильный прилив бывает, так что место не очень безопасное в определенные часы. Когда мы добрались до берега, нас встретил плотный туман. Океан будто спрятался от нас, коварно отводя волны и заманивая нас глубже. Со временем туман немного рассеялся, приоткрыв перед нами первые волны. Но океан так и не позволил нам увидеть себя полностью. Он остался загадкой, скрытой за плотным туманным занавесом. Мы провели на берегу пару часов, в надежде, что туман рассеется. Но все было тщетно. Океан словно показывал, что не собирается этого делать. В этой тишине, где время застыло, пришло осознание. Мы стоим на экваторе нашего пути. За этой точкой дорога неумолимо поведет нас домой. Время пришло, пора было возвращаться. Океан оставил свой облик за кадром, как напоминание, что не все тайны открываются сразу. Возвращаясь в кемпинг, мы оказались в Macmillan Provincial Park, месте, где растут одни из самых старых деревьев Канады. Некоторым из этих гигантов более 800 лет. Когда Колумб еще не знал о существовании Америки, они уже возвышались здесь, на острове Ванкувер. Эти западные красные кедры и дугласии пережили столетия, видели смену эпох, первые поселения и приход европейцев. Многие деревья здесь поражают своими размерами. Их стволы настолько массивны, что внутри некоторых из них можно спокойно стоять в полный рост. Некоторые великаны со временем упали, но даже лежа на земле они продолжают быть частью этого леса, поддерживая целые новые экосистемы. Сегодня Macmillan Парк – одно из немногих мест, где можно увидеть нетронутые леса, какими они были задолго до того, как сюда ступила нога человека. Эти деревья уцелели благодаря созданию парка в 1944 году, когда общественность настояла на их сохранении, избежав тем самым удара топора. В нашем кемпе есть прачечная, и это на самом деле очень здорово, потому что мы можем постирать свои вещи, оставаться чистыми и приятно пахнуть. Вот мы уже постирали, стирка закончим, сейчас будем сушить.
Остров Ванкувер открыл нам свои просторы, но оставил пару нераскрытых тайн. Мы нашли то, к чему стремились, и пошли то, что хотели пройти. Завтра нас ждало возвращение на Большую Землю, но этот остров еще долго будет звучать в наших воспоминаниях. After all these years, you're still mine. It's you and I. It's you and Оставив позади незабываемые впечатления и теплые воспоминания, мы покидали остров Ванкувер. За спиной остались древние леса, океан и то самое чувство, когда время словно замирает. С первыми лучами рассвета мы возвращались на Большую Землю. В этот раз мы оказались умнее, и билеты на паром купили заранее. Впереди, где-то на горизонте, виднелся на этот раз уже город Ванкувер. Сзади меня можно увидеть деревянный мостик. Как раз на этом мостике снималась сцена из фильма «50 оттенков серого», где в начале фильма мистер Грей делал утреннюю пробежку. Но, к сожалению, подойти туда ближе мы не можем, так как это уже закрытая территория яхт-клуба. А поскольку у нас пока еще нет своей яхты, то нас еще туда не пустят. Перед тем, как въехать в сам Ванкувер, мы сделали остановку в Стэнли-парке. Здесь город словно замирает, уступая место тишине и спокойствию. Мы прогулялись по дорожкам среди могучих деревьев и смотрели, как утренний свет прорывается сквозь ветви. Этот парк назван в честь лорда Стэнли, генерал-губернатора Канады, который однажды сказал: «Этот парк открыт для всех, навсегда». Более 100 лет назад он стал первым публичным парком Ванкувера и до сих пор остается его зеленым сердцем. Мы оставляем Стэнли-парк как остров покоя перед бурей. За зелеными кронами, морской гладью и мостами чувствуется, как город набирает свой ритм. Время двигаться дальше, в самое сердце большого Ванкувера.
Город Ванкувер ворвался в наш путь шумом улиц и ритмом городской жизни. Гудки машин, шаги толпы, запах кофе и океана сливаются в единый бурлящий вихрь. Здесь, в канадском Голливуде, оживали сцены известных голливудских блокбастеров. Мы потерялись в этом потоке на некоторое время, скитаясь по улицам без четкого плана. В историческом районе Гестаун нас встречают паровые часы, живая легенда Ванкувера. Построенные в 1977 году, чтобы скрыть паровой люк, они стали символом этого места. Каждые четверть часа они оживают, выпуская пар и мелодию, будто шепчут о временах, когда пар приводил город в движение. Их песня, как эхо из прошлого, зовет нас двигаться дальше. Наша новая локация, я сюда хотела прийти давно. Это парк с мостами Капеллана. И в этом парке снимались эпизоды из фильма «Сумерки», когда обучали новых вампиров. И кажется, если я правильно помню, еще в первой части Эдвард и его семья прятали Беллу от других вампиров, и они пытались как-то запутать следы. И была за ними погоня. Шатается мост. Ух, елки-палки. Иди, иди! Ё-моё, я боюсь! Я камеру держу, боюсь! Здесь никак не без мата. Там, видишь, там ходит по мостам. А мы туда тоже пойдем. О, как катается! О, блядь! Зая на телефон! Мы приехали к легендарному мосту Капеллана, настоящей визитной карточке северного Ванкувера. Это не просто мост, это место, где история соединяется с адреналином. И мы здесь, чтобы почувствовать это на себе. Короче, мосты Капеллана тут прикольная локация, можно полазить по подвесным мостам. И вот там сейчас я покажу более крупно мостики. Вот там тоже мостики. Сейчас будем искать способ как туда залезть. В общем, добрались мы до этих мостиков. Конечно, интересно. Сейчас посмотрим, куда они нас заведут. И я покажу, как это выглядит со стороны. В общем, мостики пошли вот так. Я не знаю, они зациклены или нет. Либо где-то есть конец. Сейчас дойдем и посмотрим. В 1889 году инженер-эмигрант Джордж Маккей построил здесь висячий мост из конопляных канатов и кедровых досок, чтобы перебраться через глубокое ущелье к своей хижине. Позже, в 1903, его заменили на проволочный, а в 1956 конструкцию усилили стальными тросами и бетоном. В общем, пока конца и края не видно этим мостиком. Парк очень большой, оказывается. В общем, тут ходить, не переходить. Сегодня длина моста составляет 137 метров, а высота над ущельем около 70. Он появлялся в таких фильмах, как «Сумерки» и «Новый лунный свет», становясь частью кинодекораций. Название Капеллана происходит от имени скомиш вождя Киапалану и переводится как «красивая река», в знак уважения к коренным народам этой земли. Слушай, это крутой парк. Ходить по мостам, это вообще особенно нашу любовь к мостам, зная.
Сегодня мосты Капеллана – это популярная туристическая локация в Британской Колумбии. Парк предлагает подвесные тропы среди кедров, обзорные площадки и атмосферу настоящего приключения. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, в том числе благодаря съемкам фильма «Сумерки». А, это медведь. В общем, спустились мы с мостиков. Оказалось, что спускаешься там практически в том же самом месте, где и поднимаешься, просто проходишь по кругу. В общем-то, тоже неплохо. Мы опять с сертификатом, и в этот раз я его вам показываю. Это доказательство того, что мы выжили на этих капеллановских мостах, подвесных мостах, склонах, обрывах. Это было страшно, но весело. В общем, кажется, у нас образовалась традиция. На каждом из океанов мы переправляемся на пароме и получаем сертификаты. На юге Британской Колумбии в каньоне Фрейзер находится одно из самых опасных и загадочных мест – ущелье Хеллсгейт или Врата Ада. В 1808 году исследователь Саймон Фрейзер назвал его местом, куда не должен соваться человек. Веками коренные народы ловили здесь лосося. Река сужается почти вдвое, создавая ловушку для рыбы. В 19 веке здесь строили железную дорогу, но обвал в 1914 году изменил течение реки и едва не уничтожил миграцию лосося. Лишь 30 лет спустя экосистема частично восстановилась. В середине 19 века сюда хлынули старатели в поисках золота. Вдоль берегов Фрейзера возникали лагеря, а в глубине каньона шли ожесточенные схватки, не только с природой, но и между людьми. Но не только золото оставило след в этих местах. Лагеря сменялись кладбищами, рождались легенды о призраках и загадочных явлениях. Местные племена сторонились ущелья, называя его проклятым. По ночам здесь слышны гудки старых поездов, которых давно нет, а в заброшенных шахтах видят силуэты. Особую репутацию получил воздушный трамвай, спускающийся на 500 футов вглубь каньона. Туристы и персонал сообщают о резких перепадах температуры, странных звуках и запахе сигарного дыма без источника. В ресторане появляется силуэт мужчины с сигарой, а внизу среди тумана фигура с пылающими красными глазами. Местные зовут его Эдвардом, и по слухам его сопровождают адские псы. В сувенирном магазине, бывшей кухне рабочих, до сих пор стоит аромат яблочного пирога. Иногда здесь видят женщину в старинном синем платье. Самая известная легенда о китайском поваре Джонни, который исчез, а его печь внезапно остыла. Когда нашли его тело, она снова зажглась. С тех пор ее называют печкой-призраком, особенно в день его исчезновения, когда она оживает сама по себе. Это место привлекает не только туристов, но и охотников за мистикой. Приборы фиксируют здесь аномальные вихри и энергетические всплески. Ученые говорят, что угрозы для туристов нет, но те, кто столкнулся с необъяснимым, считают иначе. Адские врата будто живут своей жизнью и наблюдают за каждым, кто осмелится заглянуть в их глубины. Сегодня Хеллсгейт – популярная туристическая локация с канатной дорогой и подвесным мостом и бурлящей водой под ногами. Но за фасадом скрывается нечто большее – история борьбы стихий, людей и теней прошлого. Короче говоря, нас сюда закинули, а сами работники свалили, оставили внизу. В общем, я не знаю, как отсюда выбираться По теперь. горам. По горам, там вроде мост есть, сейчас попробуем на мост пойти. Только сначала по сувенирам. Трамвай ушел, оставив нас на безлюдной станции. Мы зашли в сувенирную лавку, по привычке побродили между полок, разглядывая сувениры. В какой-то момент почувствовали аромат яблочного пирога. Это удивило нас, но мы не придали этому значения, тогда еще не знали, что это место хранит свои тайны. Мы вышли на мост, который нависает над бурлящими потоками каньона. Вода здесь несется с невероятной силой, разбиваясь о скалы и создавая грохот, который чувствуется всем телом. Здесь словно прикасаешься к первобытной стихии, будто сама земля дышит и живет. Это место не просто красиво, оно захватывает и внушает трепет перед мощью природы.
В общем, мы поняли эту систему. Здесь тебя доставляют в ад в одну сторону и наверх уже не поднимают. Когда-то здесь толпились искатели удачи, мечтая найти свое богатство. Кажется, будто золото здесь все еще дышит сквозь песок. Мы тоже попробовали, скорее не из жадности, а ради духа приключений. Но кажется, сотрудники парка испугались, что мы всерьез настроены вымыть здесь все оставшееся золото. Поэтому поспешили вернуться в каньон и забрать нас обратно. Couple gifts for friends. Yeah. Always shopping souvenirs wherever we are. It's the same. Мы находимся на месте съемки культового фильма из 80-х, 90-х годов. Как вы уже, думаю, догадались, за моей спиной по этому памятнику это «Рэмбо. Первая кровь». Здесь, на этой локации, снималась сцена, когда он выбегал из полицейского участка и забирал мотоцикл у кого-то парня, и началась погоня. А вот я нашел дату съемки фильма. А вот это вот тот самый железнодорожный переезд, когда Рэмбо забрал мотоцикл и текал. Он перелетал, можно сказать, практически через этот переезд. И за ним гнался шериф, он тоже взлетал как бы на машине. Именно здесь, по этой стороне, Рэмбо возвращается обратно в город, после того, как шериф высадил его вот на той стороне моста. Вот, к сожалению, его обрезали верхушку и оставили просто обычный мост. Ты куда собрался, мать твою? Эй, я с тобой разговариваю, черт подери. К сожалению, не получилось у нас посетить последнюю локацию. Это каньон, где скрывался Рэмбо. Вот. Там сейчас идет ремонт дороги, и пешком даже идти очень далеко. Вот. Ну, к счастью, мы побывали на тех локациях, которые смогли достать. У нас было, в принципе, намечено где-то около 6 фильмов посетить локации, где их снимали. Вот. Но получилось, наверное, только 3. Потому что до остальных просто не добраться, а некоторые мы просто увидели издалека уже. В общем, очередной кемпинг. Сейчас я покажу, чем именно он примечателен. Ну, во-первых, он где-то между гор, в общем, в горах. Вот. А во-вторых, он достаточно далеко от трассы. Ну, чисто случайно нашли, потому что уже вечер, пора останавливаться на ночевку. Вот. Но самое интересное, блин, комары съедают. А говорят, в BC комаров нет. Вот.
Самое примечательное, сейчас я вам покажу. Идет хребет ровный, и получается по этому хребту идет граница с Америкой, с США. То есть мы ночуем практически на границе с Америкой. Ну, даже и не практически, можно сказать, на границе с Америкой. Вот такие дела. И никаких предупреждений, что это пограничная зона и чего-то подобного нет. Просто вот ехали, заехали с трассы и остановились на ночевку. Вот. Никто не спросил ни документов, ничего. Ну, в общем, как-то так работает граница США. Ну, вы еще попробуйте вот через те горы перелезть в США. Ну, кому надо, тот, я думаю, это сможет сделать. В общем, здесь у нас такая вот инсталляция. Машина старая, выкорчеванная где-то. В общем, оставили нашу машину на ТО, потому что накатали чуть больше, чем планировали. Ну, потому что интересно все. Просто не хотелось идти с гарантией, потому что мы посчитали, что по километражу, если мы приедем в Виннипег и там делать сервис, то мы уже превысим километраж, который отведенный на гарантийное обслуживание. Вчера, получается, я записался на сервис, когда были в кемпинге, а сегодня они мне ответили в одном из городков, мимо которых мы едем проездом. И они любезно нашли для нас время. Я просто описал ситуацию, что мы проездом, что у нас километраж уже подходит к сервису, и мы живем в Виннипеге, и нам надо как бы его сделать сейчас. Сейчас Лена там отвиснет от Виннерса, а мы пойдем попьем кофе, вот, и немножко пройдемся по городу.
Езда по горным серпантинам сжигает очень много топлива, поэтому мы опять заправляемся и едем дальше. Ночь опять молчит за окнами, тени прячутся во дворах. Кто-то шепчет мне о прошлом. Ну ты как, идешь на работу? Да иду я, иду. И солнце зайдет. Даже если не ждешь. И новый день придет. И ты снова встаешь. Эта ночь совсем не вечна, скоро небо вспыхнет вновь. В каждом сердце бесконечность, в каждом слове есть любовь. И солнце зайдет.